Преподаватель Лондонского университета решил привлечь внимание своих студентов к проблеме засорения орбиты Земли. Для этого он создал видео, на котором показал, сколько космического мусора появилось вокруг нашей планеты с 1957 года по 2015, повторив при этом реальное положение каждого объекта в околоземном пространстве. Я так понимаю, здесь и мусор, и спутники. Здесь получается не то, что куда-то долететь, здесь взлететь невозможно, но если взлетишь, то на что надеяться? На чудо, что долетишь. То-то, наверное, марсиане, чтобы не наблюдать весь этот ужас, ушли жить в подземные города, да тут еще у нас пространство крутится. Да вот еще по поводу пространства. Много есть литературы, много людей, говорящих, которые по видео можно увидеть. Но почему-то они все отделяют пространство от материи, делая это разными. Пространство это как бы со своими свойствами, материя это каждая со своими. Дело в том, что пространство есть все. Оно едино. И все проявления в пространстве, будь то люди, камни, вода, газ, животные, или то, что создали люди, это есть одно пространство. А все в нем – это его проявление. Пространство имеет свои параметры, свои характеристики. И говорить в пространстве, за пространством, под пространством – это неправильно. Человек пытается отделить. А все проявления в пространстве имеют свои так называемые физические характеристики, свойства. То есть камень свое, металл, золото, человек. Это да, это можно изучить, но не отделять от пространства. И не путать с пустотой пространства, как говорят. Ну, в пространстве неправильно. Пространство не имеет пустоты. Если ты смотришь перед собой, нет ничего, воздух, то если увеличить воздух, там тоже кто-то живет. Пустоты не бывает. Пустотой можно назвать какой-то объем воздуха, скажем, который ничем не заполнен для глаза и для остальных чувств человека. Но не видит человек, не может что-то потрогать, для него это пусто. Но это не говорит, что пространство опустело в этом месте. Если два человека, например, находятся в бассейне, то если один человек ударит по воде, пойдет волна, ее видно, она коснется другого человека. А вот радиосигнал, например, не виден, но это не говорит о том, что его нет. Или он где-то за пространством, за пределами, вне пространства. Нет, это и есть пространство. Проводили такой опыт, брали двух человек и их сажали в свинцовые домики. Стенки этих домиков толстые были. Цель была прекратить доступ любых радиоволн, частот через эти стенки. Но эти люди вступали, как говорится, в телепатический контакт, по-любому. И не могли понять, почему. Потому что это одно едино. И домик, и человек, и расстояние между этими домиками. Это все одно пространство. Именно поэтому и говорят, что мать чувствует свое дитя на расстоянии. Потому что они одно едино. Также воздействуют экстрасенсы, так называемые, на другого человека, который находится на большом расстоянии. Потому что это одно едино. Передача информации волн происходит одним пространством. Ни в нем, ни за нем. Это и есть одно пространство. Можно различать разные события, которые проявляют пространство, будь то атомный взрыв, он имеет свои характеристики, как излучение, ударная волна, температура, которые воздействуют на другие объекты. Но это одно пространство.
Если как пример привести, конечно, примитивный будет, но на данный момент другого не вижу. Если взять вот монитор компьютера, то то, что монитор показывает, вот монитор это одно пространство, и то, что в нем находится, то, что человек видит, это все одно едино. Нельзя взять из монитора папку, отделить. Она исчезнет. Будь то персонажи какой-то компьютерной игры, разницы нет. Но также можно перемещаться из пространства в пространство, если включить второй монитор. У него такие же параметры, такие же характеристики. Можно с одного монитора переместить на другой. Любой объект с первого монитора. Только при том условии, что второй монитор, второе пространство, соответствует характеристикам первого. А вот если что-то отделять от пространства, как пытаются физики, то, конечно, то, что будет отделено, оно исчезнет. Окажется в другом пространстве. Разницы нет в каком. Но для этого этот объект исчезнет. Поэтому невозможно взять и пространство разделить и отдельно пытаться делать какие-то заключения по измерению физических свойств. Опять же скажу, того же камня, металла разницы нет. Все едино. Ну а теперь поближе к Земле. Луна. Это снимок Луны, когда еще не было силы отталкивания. Ну а когда люди сделали, то Луна, Земля стала отдаляться, или Луна. К прилету космонавтов уже она вот от Луны отдалилась. Луна, Селена называют еще. Прилетел якобы астероид, Земля захватила. Оказался этот астероид ровным шариком. И каких только поверий существует с Луной связанных. Даже есть такое, что какое-то племя в Африке сообщило информацию, что, знаете, это читаури яйцо прикатили. Во как. И вывесили нам. И запретили всем говорить про них и рисовать их. А то, говорит, как яйцом запустим. Вот так вот. Почему, думаете, Нибиру ушла? Они ж за яйцом своим направлялись. Только вот марсиане отсемафорили. Куда? У них там такое творится. Ведь это не глупые. Развернули свою планету корабль, ну и давай. Уходить подальше от таких чудес. Вот так вот. Если кто-то думал наоборот, то нет. Причина такова, скорее всего. Так вот, по поводу Луны. Хочу начать с фаз Луны. Может быть, кто-то и заметил, что фазы Луны не совпадают с тем календарем, я имею в виду реально, как сияет Луна и как описано в календаре. Да, это правильно, потому что в календаре выдумка. Для примера взял два города. Это Богота, Колумбия, и в противоположной стороне Коломбо, Шри-Ланка. Взял я день 24 марта. Богота. Почему 24? Потому что полная луна практически. 99,5% в Боготе. Коломбо. Тот же день, 24. 99,9. Нереально. То есть и здесь, когда ночь, а солнце там, полная луна, и наоборот здесь. Время восхода Луны 7:05 Коломбо.
И Богота 7:09. 5 минут разницы практически в одно и то же время. На этом не буду задерживаться. Если просто объяснить, то все это можно визуально проверить самому. Солнце заходит, если стать рукой, направить на солнце, между рукой и телом человека 90 градусов. А здесь так показал 90 градусов. Вот здесь заходит солнце. Надо лишь запомнить направление движения солнца. Ну, примерно так. Движение солнца 15 градусов за 1 час. Я взял 3 часа 45 градусов. То есть здесь легко сделать направление. Между рукой и телом 45 градусов. То есть солнце будет вот под этим углом 45 градусов за землей. Под вами как бы. Если в это время луна сияет полной, не получается. Луна, видно, институтов не заканчивала, земных законов не знает, сама сияет почему-то. Потому что это получается нереально, что Луна отсвечивает солнечный свет. А такое можно наблюдать часто. Это 3 часа, можно взять больше. Луна всю ночь идет полная, сияющая, а Солнце уже будет находиться вообще в другом направлении, практически противоположном. Это как проверить самому. Следующий обман состоит в солнечных затмениях. Показано вот так. Названо интересно. Схема полного солнечного затмения и кольцеобразного. Ну, здесь можно написать хоть и ракообразный, но... Суть в чем? Показано вот так. Почему-то солнечные лучи начинают фокусироваться на Луну. Ну, якобы от этого малая тень получается на Земле. То есть не соответствует диаметру Луны. Следующий, кольцеобразный, они показывают, что тень вообще не доходит до Луны. Да, Земля дает отражение. То есть если взять с тенью, тень должна быть такого же диаметра. Но только вот от края к центру будет сначала слабая тень, просвечивающаяся, а к центру, конечно, она будет темнее. За счет отражения планетой света солнечного. Но только почему вот так лучи идут? Я вот взял один рисунок, тоже. Здесь даже расписано, что из зоны А с центра будет наблюдаться полное затмение, зона Б вот так, зона С вот так. Ну, все эти зоны, конечно, ложь. Тут я сереньким показал, чтобы не мешало. Солнечный свет идет прямо. И вот каков диаметр Луны, будет диаметр тени на поверхности Земли, так как Солнце находится очень далеко. И лучи идут именно прямо. Это такой же обман с солнечным затмением. Все на самом деле по-другому происходит. Дальше еще коснусь этого вопроса и покажу. Это выдумка. Только кому такое пришло в голову? То есть, если вот так посмотреть, Луна проходит между Солнцем и Землей один раз в месяц. Значит, раз в месяц должно быть как бы солнечное затмение. И тем более полностью освещена Луна будет всегда только обратной стороной от Земли. Полная Луна никогда не сможет быть для наблюдателя с Земли. Тем более с обратной стороны. То есть, когда Солнце вот освещает эту сторону Земли, с обратной стороны Луна не может вообще освещена быть. А вот на этом видео покажу, что происходит с Луной. Надо обратить внимание вот на эту сторону Луны. Что-то трясет ее.
А вот так вот выглядит при сильном увеличении. А еще вот такое бывает с Луной. Ну, это видно после посещения космонавтов. Видно, там сильно испортили экологию. Сейчас в негативе будет лучше видно контуры. Вот такие вот чудеса происходят. А еще вот Луна любит полетать между облаками. Нравится ей так вот иногда. Это ускоренное воспроизведение поставил помедленнее. Ну, здесь и так видно, то есть облака и за Луной облака. Здесь еще лучше видно. Это облако закрывает, а заднее она освещает. Вот такая вот загадочная Луна. И вот такое можно увидеть с Луной тоже. Здесь запись длинная, я буду прокручивать понемножку вперед, где лучше кадр получился. Вот уже проглядывается снова синий луч. Здесь хорошо видно. А вот теперь напомню видео. Вот она, Луна. Но это двигается быстрее. Такой же луч. То есть это оптико-голографическое изображение. А это Луна.
И такое происходит не только с Луной, а также и с метеоритами, кометами, болидами, там, как только не называют. Да, есть, конечно, реальные объекты, как я до этого говорил, но большей частью это световое представление оптическое. Вот здесь сняли комету. Сейчас покажу. То есть вот идет. Ну, якобы комета. Не комета, а метеорит. Вот. А вот это комета. И здесь, по возможности, сколько было, приближено было. Но здесь хорошо видно, как делается светопредставление. Кстати, вот точка. Это проецирующая, как назвать, не знаю правильно. Или прицельная, где должен создаться вот этот вот, ну, якобы комета, объект. Голубое свечение с каким-то бирюзовым. Якобы она горит. А с расстояния это не видно, а вот при приближении хорошо видно. Как сейчас начнут точечки отходить световые. И нет кометы. Вот это осталось, и вот он лучик. Смотреть интересно. На празднике вот так пусть делают. Красиво будет. И вот что интересно, у людей как бы недорогая аппаратура, и то этих телескопов хватает, чтобы приблизить. Но вот НАСА, то ли обнищали они, денег уже не хватает. Все у них с записями так получается неудачно. Ну, если не считать фотографии Хаббла. Но здесь даже Хаббл не справился. Вот такое изображение представляет всегда НАСА. Ну, что хочешь, то и думай, что там летит. Но это не показывает якобы комету в таком качестве. Так что вот так вот. Нет оборудования у нас. Да вот и со звездами какие-то чудеса проходят. Снимал человек Венеру на телескоп. Что увидел? И если сравнить это с тем, что показывают на фотографиях, то ли телескопы у нас неправильные, то ли заранее заложены картинки. Ну такая Венера. Другой человек снимал. Никогда у него не было телескопа. Купил он телескоп Nikon. Изучил карту звездного неба. Никогда не смотрел через телескоп.
Решил посмотреть. Я буду прокручивать. Покажу изображение. Вот Альдебаран. Расстояние такое, что даже выговаривать не хочется. В общем, собрал он воедино вот 6 больших планет и показал. Как видно, у всех по центру точечка. Здесь слабее видно. Вот так вот выглядят огромные планеты и звезды в реальном мире. Потому что, ну, у НАСА или у кого-либо еще, конечно, они по-другому выглядят. Ну, можно взять телескоп и посмотреть. Это несложно, если кто-то не верит. Попробуйте. Да вот и с Солнцем тоже такое случается. Здесь видно, что облачность за Солнцем. Это перед, а это за. Здесь вот стоит облачность. Солнце поднимается и закрывает. А это перед Солнцем. Здесь с Луной красиво получилось. В облаках. Совсем рядом. Да, это реальная Луна. Сейчас приближение будет. Так что все эти изображения оптические показывают, но не только световые, также можно воссоздать почти реальное изображение. Но пока только еще изображение, но очень качественное. Здесь вот человек снял самолет. Надо обратить внимание, что самолет без части фюзеляжа летит. А потом пересекает, ну не пересекает, а навстречу проходит другой самолет, ну реальный. Ну и освещен он по-другому, а вот этот самолет это не настоящий. У него вот в этой части сверху нет фюзеляжа. Вот прошел самолет, то есть он освещен, солнце отражает. Ну, до этого было хорошо видно, что нету части наверху. Так что вот так, не только Луна, Солнце, но и объекты показать могут, без проблем. Но возвращаемся к Земле.
Все водное пространство на Земле, вот как показано на сосудах, держит один уровень. Некоторые люди говорят, я летел в самолете и видел, что как бы изогнута Земля, но надо учитывать, какой иллюминатор был. Если он был сферический, он будет загибать изображение. Если ровный плоский, то не будет. Но на самом деле, если внимательно посмотреть через иллюминатор, то Земля ровная, горизонт ровный, вот как здесь. Также можно с высоты посмотреть повыше, чем высота полета самолета. 30 с лишним километров, да еще вращается шар. И никаких изгибов. Я даже не буду включать то видео, где НАСА показывает или еще кто-либо, где они загибают, загибают совершенно бессовестно. Там так округляют, что планета маленькая вообще становится. Пожалуйста, здесь нет никаких изгибов. Еще выше. Вот ровный горизонт. Также с другого можно посмотреть. То есть вот, горизонт ровный. Никакая не шарообразная Земля. Все ровненько. Высота 23, 24 километра уже почти. А вот и проекция, где сфокусирован солнечный свет, потому что при 150 миллионах такого пятна не будет. Вот он. Просто посмотреть. Все ровно. Не надо ничего слушать, читать. Есть глаза у человека. Есть очень много свидетельств. Круглой Земли, планеты, космоса. Все это в книгах. Человек как может определить, что планета вращается? Только что Солнце движется и Луна. И звезды. Больше нет доказательств. Все остальные доказательства в поддельном видео и в книгах. Но у каждого человека есть глаза. Просто посмотреть. Вот когда физик, пусть он теоретик, заявляет, что если бы Земля была плоская, то горизонта бы не было. Берут большие сомнения, что это вообще физик, он что-то понимает. Понимает, как видит человеческий глаз. Дело в том, что горизонт – это относительное понятие. Относительно человеческого глаза горизонт один, относительно телескопа или бинокля, если смотреть, то это горизонт другой, он будет приближаться, и появляться новая линия горизонта. Вот на данной картинке видно, что горизонт ровный. И ничего не видно, но если приблизить телескопом, вот уже начинает что-то проявляться, а до этого не было. Тот горизонт, который видел глаз, он уже ушел сюда, скажем, ближе. Появился новый, и там что-то появляется. Еще ближе. Вот уже видно, что это вроде как остров. Это уже новый горизонт. Еще ближе. Вот так вот. И никаких изгибов и загибов. А все по прямой. Ведь глазом не было бы это видно. А через телескоп это видно. А теперь убираем горизонт. Вот так и нет острова. Так что, когда объясняют, что нижняя часть корабля пропадает, это подтверждение тому, что он скрывается на изгибе, и только паруса видно, это полная ложь. Также, если там корабль был бы, он был бы виден целиком.
Только что глаз человеческий смотрит по-другому. Когда человек смотрит, то вдаль все как бы в треугольник уходит. С этой стороны также будет сюда, сюда, и сверху также. Так устроен человеческий глаз. С этой позиции это большое расстояние. Также видно, что вот две дороги, они сходятся. Но если посмотреть ниже, горизонт приблизится. Вот этот горизонт станет ближе. И глаз уже будет видеть ближе. Но если здесь посмотреть также через телескоп, то можно увидеть там какие-то машины вдали. Также если смотреть на рельсы, они также сходятся. Ровно. И горизонт ровный. Вот по линиям деревьев можно хорошо понять. Вот таким образом. И отсюда сюда. Я говорю, и сверху. Вот когда самолет уходит вдаль, он также опускается. То есть у нас вот такое зрение. Так что физикам надо подучиться, хотя бы объяснять простые вещи. Также вот еще можно проверить по тому, как летают самолеты. То есть вот берется один рейс, вылетает с Австралии, на западное побережье идет Дубай и Йоханнесбург, Южная Африка. Это так вот на официальных картах полет. Если перенести на реальную карту, то полет будет вот такой. И вот это нормальный полет. Какая компания будет жечь топливо для такого полета? А в Дубае он летит для дозаправки. Почему бы вот так не полететь? Это же короче, напрямую. Но по реальной карте, если посмотреть, то получается одно и то же. Ну да, они могли бы там на Мадагаскаре сесть договориться о дозаправке. Ну, договорились в Эмиратах. Разницы нет никакой. То есть реальный полет вот так. Еще раз говорю, никакая компания не будет сжигать тонны топлива вот ради такого полета. Говорят еще так, но это же плоская карта. А, мы на глобусе, надо это дело растянуть как бы. Вот, тогда может быть нормально. Но это только так кажется, может быть нормально. Ничего не получится нормально. Вот глобус, пожалуйста, тот же маршрут. Отсюда в Эмираты и сюда. Вопрос, а что же вам так не полететь? О, какой длинный путь получается. Не летят так. Потому что вот она реальная карта. Еще раз. Одинаково. Что так, что так. Есть такой сайт Flight Radar, и там показаны рейсы самолетов. Смотрел я на эти рейсы тоже. Ну там до смешного доходит. Из Токио рейс вылетает и летит в Париж. Ну, казалось бы, вот так. Нет. Он вот так летит в Париж. Ну, показано вот так. Ну, потому что заложено уже так. Чтобы подтвердить вот какую-то окружность. Но если просчитать этот полет, то он намного длиннее получается. Там так и пишется Flight Radar. Там открываешь любой рейс и написано, что как бы по кругу так 9000, а потом стоит опять расстояние 6000. Вот представьте, выходит стюардесса. Так, у нас рейс такой-то, летим в Париж. Расстояние до Парижа по кругу 9000, а другое расстояние 6000. В общем, выбирайте сами, как вы хотите лететь, да? Вот это до смешного доходит уже, я говорю. Догадайся сам. Так что вот то, что показываю, это проверочные моменты. Тот же горизонт, где Луна находится. Это не мелочи. Если что-то где-то не совпадает, это говорит о том, что вас пытаются обмануть. Также и вот с официальными картами хочу сказать, что это неправильные карты. Если смотреть, например, на карту, вот Россия, а вот Австралия. Россия больше выглядит. Если померить расстояние Австралии,
3926. Ну, пускай 4000. Округлим. Ну, померим так. Это же расстояние на территории России. 3974. Ну, попробуйте перенести вот эту длину вот сюда. Вот так вот. Карта неправильная, расположение материков неправильное. Или посмотреть на Африку. Что больше, Африка или Россия? Можно тоже посмотреть. 6232. Ну, здесь не точно выставил, пускай 6300. 7269. Расстояние не сохранили, но никому не показывают нормальный размер. Африка больше, чем Россия. Кто не знал. Или Южная Америка. Пять тысяч 16. Ну Канада же длиннее. 4668. И то по диагонали. Так что Южная Америка пошире будет. Вот такие карты показывают. Несоответствие расположения материков, расстояний. А по нормальной карте все должно совпасть. Потому что Австралия на самом деле, ну как сказать, шире. А Африка шире, чем Россия. Здесь на воздухе. Это реальная карта. На океан здесь получше будет. Вот, пожалуйста. Вот она Австралия, как и должна быть. Вот она Африка. А вот здесь Россия. Конечно, Африка шире. И Южная Америка шире, чем Северная. Пожалуйста, вот тот же маршрут. Западное побережье Австралии, в Эмираты, Южная Африка. Все нормально. Или так же, как вылетают рейсы из Токио. Я покажу, у меня есть рисунок. Вот я сделал фото. То есть вот черной линией провел маршруты. Также из Японии, пожалуйста, в Париж. Вот он летит по прямой. Полеты из Сиднея, которые идут в Соединенные Штаты, также по прямой. Вот это нормальный рейс. Экономически правильный. Ну вот он доходит до Штатов, здесь ему в Канаду или в Штаты, в любом направлении. Пожалуйста. В Южную Америку. Все по прямой. Также из Тайпэя много, Таиланд, рейсов в Канаду, США. Вот они идут. Ну а там кому уже надо. Отворачивают. Но все по прямой. И это нормально. Но никаких треугольников. Никаких вот, как там было, я говорю, если посмотреть Flight Radar, то отсюда вылетает, летит вот так вот в Париж, дугой, накручивая километры. Ну вот, покажу этот Flight Radar. Вот рейс вылетел из Осака, идет во Франкфурт, отметил я. То есть вот, показывается его траектория полета, и во Франкфурт он придет вот сюда, вот таким кругом. И то же самое. Из Токио в Дюссельдорф. То же самое, только еще дальше пошел. Ну, вот так вот показывают. Все это такие моменты, на которых можно проверить. Вот Южный полюс. И дают, значит, 14 мая, 30 июля, там полная полярная ночь. С июля по 18 августа астрономические сумерки. Не видны самые слабые звезды. Ну, то есть такие сумерки,
что слабых звезд не видно, может быть там какие-то сильные видно, но, значит, получается, на поверхности ничего не видно. Ну вот запись людей, вот кемпинг в Антарктику в течение лета были. Нормальный день. Ну такая там ночь. Лето. Также Антарктика, нидерландская станция. Солнце высоко. Нормальный день. И даже немецкая станция, которую НАСА использует, также показывает запись вот 31 июля и 2 августа. Это сумерки похожи разве на это? На сумерки разве похожи? Нет. День. Нормально. Почему сказал про Южный полюс? Ну, во-первых, это обман, то, что официальная информация. И есть такая информация, что многие люди как бы интересуются, почему через Южный полюс не летает. Как бы короче получается, реально короче, если взять глобус. Но не летает по одной единственной причине, потому что Южный полюс, он как таковой отсутствует. Невозможно лететь через то, чего не существует. Я покажу это дальше. Сейчас хочу показать, как подставили авторитетных людей, таких как Кассини и Ратосфен. Кассини сумел с хорошей точностью определить расстояние от Земли до Солнца 146 миллионов километров, а по современным данным 149,6 миллионов километров. Вот. Дается, значит, Кассини, он астроном, инженер, и Ратосфен, математик, астроном, географ, филолог. Дается схема, как вычислял Ратосфен расстояние до Солнца. Все это можно проверить, и несложно. Так, значит, получается, Кассини вычислил, и Ратосфен вычислил. Вот такая вот схема. Я не увеличить здесь. Ну ладно, я покажу. Значит, вот схема, как вычислял Ратосфен. Он взял два города, Сена и Александра. Сейчас Сена по-другому называется, а Свон. Вот. Через центр Земли проложил две линии, взял лучи Солнца, нашел угол 7,2 градуса. Вот. В общем, простая схема. И на самом деле, да, здесь как бы сложного нет. Вот я взял тоже Асван, Александрия. Значит, принцип какой был, что Ратосфен в день солнцестояния над Асвоном не было тени. Но это невозможно. Экватор дальше проходит. Почему так написали, не знаю. Ну ладно. Из Асвона, когда Солнце находится напротив, по экватору, угол составляет 67 градусов на Солнце из Асвона. Из Александрии 60. Так как Ратосфен нашел угол 7,2, значит, до 90 не хватает 82,8. Ну, 83 градуса я взял, в общем-то, 67 градусов из Асвона, а 23 градуса не хватает до 90 градусов, добавляешь от Александрии 60 градусов направления на Солнце, угол 83 градуса. Расстояние есть, угол есть. Результат 6640 километров над экватором. Перепроверил от Александрии на экватор расстояние 6062 километра. Но почему эти ошибки происходят, я показал до этого. Расстояние на карте неверно. Маленькие ошибки допускаются, но здесь никаких миллионов километров нет, их не существует.
Нашел гипотенузу 6892, все правильно. Если 6640, то вот это расстояние 6892, но если его положить, она будет чуть длиннее. Все сходится. Проверил на других городах Чикаго и Богота. Взял Боготу ближе к экватору. Расстояние 4365. От Боготы 4 градуса не хватает до 90. 86 градусов, когда солнце над Боготой. От Чикаго 50. 4 градуса сюда, 54 градуса. Расстояние есть, градусы есть, измеряем. 6008 километров. Но еще раз говорю, ошибки из-за того, как карты нам дают. Но опять же, даже миллиона нет. Не говоря про какие-то 150 миллионов. Взял из Боготы 5864 километра. Получается, расстояние до Солнца. Так что вот получается такая картина. И это тоже легко проверить. Если находитесь в каком-то городе, можно взять расстояние до экватора. Пусть оно с ошибкой будет. Не так уже это важно. Взять долготу. Посмотреть азимут этой долготы на экватор. И вот когда солнце будет там стоять, замерить угол на солнце со своего города. Зная расстояние угол, найдете расстояние от экватора до солнца. И опять же говорю, никаких миллионов нет. Людей просто подставили. Эратосфен или Кассини, грамотные люди, они такой ошибки допустить не могли. Но там Птоломей приезжал, конечно, к Эратосфену, когда он его в Александрию пригласил. Ну, может быть, единственное, конечно, за встречу там. Рукопожатие, веселящий напиток. Ну, на следующий день, может быть, Эратосфен попутал тени. Но это так, фантазия моя. Потому что грамотный человек, еще раз говорю, таких ошибок никогда не допустит. Почему их подставили? Люди с авторитетными именами, попробуйте против них пойдите. Раз они так вычислили и Кассини, и Эратосфен, значит все нормально, и никто не спорит. Но все перепроверяется. Вот сделал такой рисунок, взял 10 сантиметров диаметр Солнца, нашел его 1 градус. 1 градус составляет 12153, 12742 диаметр Земли. Чуть больше. Я вот здесь показал, что чуть больше. Это как раз 1 градус. Так вот, с такого расстояния на Землю свет будет попадать только ровно. Именно 1 солнечный градус. А на Солнце, на таком расстоянии, изгиба не будет большого. И поэтому только ровно. Если наблюдатель на Земле переместится с южного полюса на северный, это будет только лишь 1 градус. Но если южнее экватора находишься, или на так называемом Южном полюсе, то на Южном полюсе справа налево Солнце двигается, а севернее экватора слева направо. Вот и вся проверка. И вот такого эффекта при таком удалении никак не получится. Это возможно только тогда, когда Солнце рядом. Я понимаю, что тяжело в это вериться, пока сам не сделаешь расчеты, но есть еще один момент, по которому можно проверить. Вот человек сделал хорошую запись. Очень хорошую. Полет из Штатов в Москву, и он заснял Солнце. Вот посмотрите на размер Солнца здесь. И когда оно зайдет. Я прокручу быстро, чтобы показать. Здесь ускоренное воспроизведение и так. Видно размер Солнца? На 150 миллионов находится. Ну, 149, 147 приближаемся, но не так же за несколько часов приблизиться и отдалиться.
И еще такой момент. Солнце не заходит. То есть вот оно начинает исчезать. Так, потом темнеет немножко. И рассвет снова. Хотя полет не близко к Северному полюсу или Южному. Вот. Такого быть не может. Покажу дальше, как движется Солнце и почему такое происходит. Почему именно вот такой заход вот здесь. Почему вот остается такой хвостик еще от Солнца. Так что, еще раз говорю. Есть глаза, и все можно увидеть. Здесь никакие расчеты не нужны. И так все достаточно понятно. Так что вот то, что я показал, над этим стоит задуматься тому, кому интересно, чтобы понять, как устроено то место, где мы живем. Ну, конечно, пока будут физики и все остальные объяснять через поддельные формулы, сложными данными, пока физик-теоретик будет говорить, что нет горизонта при ровной Земле, а он только может быть при круглой, или объяснять строение Солнечной системы на примере мужика с кувалдой на дискотеке, а вокруг него другие, или измерять пространство рукой или кружкой, и также применять белочек, бегущих рядом с поездом, то сдвига не будет. Абсолютно. Если только представить, сколько людей этим занимаются, поставьте на карте точки, много точек. Это говорящие люди. Еще добавьте, это средства массовой информации. Добавьте всяких ведогоров, ведунов и всех остальных. Добавьте туда всех, кого считаете нужным. Поставьте кружочки. Это, скажем, та публика, которая с этим человеком. И посмотрите со стороны на карту. Вот такая компания получается. Каждый при своем мнении. А истина одна. В любом деле одна. Но пока будет каждый со своим мнением. Вот поэтому до такой жизни, так сказать, и дошли. Каждый со своим мнением. Поэтому вот так и получается. Инопланетные контакты. Контакты первой, второй, там, третьей степени. Как от них надо лечиться. Ну, скажем так, какие-то люди ждут кого-то. Кто-то придет сюда, может быть, поможет. Нет, скажу, никто сюда не придет. Абсолютно никто. Здесь изначально заложено уже так, как есть. То есть, как сделали. Было по-другому, но сделали так. Кто же вам поможет? Все то, что показывал в тех 3 частях, это было необходимо, потому что если сразу сказать результат, так не будет понятно, будет много вопросов, поэтому пришлось показывать все вот это связанное с космосом, насколько это все несостоятельно. И сейчас хочу дожать это дело одним таким же другим, одним фактом, их, в общем-то, уже много было, но этот факт, как и все остальные, также опровергает все это строение Солнечной системы, космоса. И потом покажу я, как устроена Земля. Вот атмосфера Земли. Описание. Если посмотреть, то температура растет до высот 200-300 километров, где достигает значений порядка 1500 Кельвина, но это 1200 Цельсия. 200-300 километров. Какие аппараты там летают при такой температуре? Могу показать такой вот график. На нем удобнее видно. Вот как растет температура. После 90 километров идет рост. И рост до 1500 градусов Цельсия.
Все, что смогли замерить, потому что выше подняться не получилось. Зонды сгорали. Поэтому оставили этой постоянной температуру. Но она на самом деле там выше. Она выше намного. До 3000 градусов. Если взять даже по этому графику, ну вот 500 километров, то здесь уже показывают температуру 600 градусов. Также в дискарту используют. Да, это, кстати, не только Википедия говорит. Это открыть, если Гидромедцентр России. 200-300 километров, где достигает значений порядка 1500 Кельвин. Возьмем другой. Да, вот пометил. То, что термосфера это как бы горячая сфера называется, и что в пределах термосферы температура растет постоянно и уходит за 1000 градусов Цельсия. Выше. Но неужели это прочитать трудно? А легче верить ящику и всему остальному, что показывает. Кстати, никто никого не обманывает. Мультики тоже показывают, фантастику тоже показывают. Человек сам делает выбор, во что верить. Ну, показывают. Поверили. А прочитать тяжело. Все это дают официальные сайты. Кстати, вот ионосфера по поводу радиосигналов. То, что радиосигнал так может быть как бы отбит, отскочит от ионосферы, позволяя радиосвязи как бы покрывать более длинные расстояния. Если посмотреть по графику ионосферы, то вот на 100 километров ионизация в дневное время 10 в пятой степени это на кубический сантиметр. Если взять выше, то здесь уже 10 в шестой даже выше. О какой радиосвязи может быть речь? Ни о какой. Не пройдет туда сигнал. А вот отбиться, отобьется. И если вспомните, что говорил про GPS, то скажу другое. Почему антенны смотрят вверх? Это грамотно сделано. Используя ионосферу, отбивать сигнал. Он покрывает большее пространство. Поэтому все на Земле находится. Вот это спутниковое телевидение и все остальное. Но используют очень хорошо ионосферу. Но никому не говорят. Кстати, вот про ионосферу надо понять, что такой момент. Чем больше электронная плотность будет создана в ионосфере, тем для более высоких частот будет выполняться условия отражения. Высокие частоты не пройдут. Здесь хочу показать, как двигается на самом деле Луна и Солнце. Но если взять за одну позицию, вот друг напротив друга изначально, и запустить, то вот покажу сейчас через день. Вот это сутки прошли. Солнце догоняет Луну. 12 градусов. Я вот покажу, может кому-нибудь пригодится. То есть 360 градусов за сколько время кто делает. Звезды, Солнце, Луна. Быстрее всего идут звезды. Ну, на 4 минуты быстрее, чем Солнце. Луна самая медлительная, на 50 минут больше, чем Солнце круг делает. 4 минуты это 1 градус, как солнечный, земной. Ну, солнечный, да, это оборот Солнца. То есть не солнечные минуты, но земные минуты. Может, неправильно написал. Ну, то есть вот эти 4 минуты равны 1 градусу. Солнце отстает от звезд на 4 минуты всего, то есть на 1 градус. И в то же время Солнце догоняет Луну на 12 градусов в день. Вот то, что я до этого показывал, как Солнце двигается за час 15 градусов. Можно самому все просчитать. Зная это, можно определить, когда будет затмение. Раз в месяц. Для чего делается высокосный год, или вот в феврале 29 дней? Это для корректировки. Потому что на 30-й день, сейчас покажу.
так это выглядит. Вот день 29, на 30-й день центр Луны не будет вот на этом пересечении. Он будет немножко левее вот от этой линии. Вот. С этим связано тоже так же 30-31 день. Это все для корректировки, чтобы все это оставалось на одной линии. Также вот положение созвездия Медведицы. Она показывает времена года. То есть вот от лета к осени этот период. Вот так. Также, если с этой позиции Медведица вот созвездие пойдет и закончит, это 52 недели займет. В году 52 недели. Также этот знак, если поставить, образует всем известную свастику. Ну, люди, конечно, понапридумывали всякого. Нет, это лишь времена года. Этот знак показывает. Так же, как инь-янь показывает не какие-то там начала женское, мужское или еще чего-то философии, а лишь всего лишь разделение дня и ночи. Покажу. Вот так вот наступает день и ночь. Ну, в зимнее время солнце уходит от экватора чуть дальше, и освещение само собой дальше, и вот этого хвостика не будет, он будет короче. Поэтому ночь занимает это место, и зимой ночь длиннее. Как для примера я взял вот, как рассвет наступает. Если взять одну долготу, вот, то по ней, конечно, не получится. Ну, вот Токио 5.41, Гонконг 6.25, Сидней 7.01, разница большая. Именно вот из-за этого. Они сдвинули на 23 градуса ось Земли, но это фантазия. Поэтому я показал, что на Южном полюсе летом также светло. Хотя должно быть наоборот. Да, вот летняя позиция Земли, Северный полюс освещен, то Южный должен быть в темноте, а он освещен. Вот это все, это выдумка. Они все пытаются подогнать, да, вот двигают, чтобы как-то оправдать те реалии, которые существуют. Да, в этой жизни есть много непонимания разных событий. Например, вот даже говорить с человеком, метеоролог, и он уверен, что облака состоят из воды. Хотя там на этих участках очень холодно. Облака бы замерзли и высыпались бы кристалликами. Но они не замерзают. Это водород. Я хочу показать так для разминки тоже. Вот торнадо. Но он небольшой. Но не мощность торнадо хочу показать, а тот обман, который также показывает людям. Как сейчас сильно начнет изгибаться этот хлыст или хобот, как там его назвать. То есть, говорят, торнадо это закрученный воздух. Ну да, если он ровно конусом, это понятно. Но так как в реалии происходит, воздух такого делать не может. Вот исчезает. Что интересно, свечение появляется временами. Вот он начинает загибать, как проявляется снова. Вот как его загнуло. Петлей и вниз. И свечение. Но если просто сказать, это если наблюдали молнию, да, ну молния это кратковременно и имеет большую мощность. Ну это такая же молния, только немножко параметры другие.
А если посмотреть, вот и так наступает день и ночь. А вот так устроено то место, где мы живем. Здесь, конечно, просто макет и сделано ровно свет. Напомню, как показывают спутники рассвет и наступление темноты, да, вот, в разных направлениях. Именно вот так выглядит та территория, на которой мы живем. По кругу. Антарктический круг. И нет там Южного полюса, поэтому полетов и нет. Я как говорил, невозможно летать через то, чего не существует. Это ледяной барьер, очень высокий. И это уже было доказано теми исследователями, которые там были. Просто надо почитать, что они писали. Если здесь смотреть, здесь нормально идет течение воды. Ну, здесь как заводь получается. И все здесь играет свою роль. Антарктический круг очень нужен. Это то, что остужает воздух. Потому что вот то, что я показывал, вот слои атмосферы, почему воздух придавлен вниз? Наверху очень горячо. В горячей воздушной массе давление больше. Плотность меньше, но давление больше. Поэтому этот воздух и прижимается вниз. И создается здесь атмосферное давление. И меняется оно здесь из-за состояния вот здесь, наверху. Также есть холодные участки, где продувается. Грамотно все сделано. Защита от горячего. Все сделано грамотно. Кстати, вот есть запись Аполло-8. Это не настоящая, конечно, запись «Космос». Все делалось на макете. Но что примечательно, макет настоящий. Это я покажу. Вот здесь просматривается светлая полоса вот этого антарктического круга. Промотаю чуть вперед и покажу один момент. Вот он появляется. Здесь неровность. Как раз куда туристов возят. Вот если посмотреть здесь, это вот этот район. Поэтому эта запись сделана с настоящего макета. Ну а сейчас то, что я показывал в предыдущих роликах, видно, как делается все. Есть такое выражение «небо в алмазах». Ну, подразумевается как бы звезды, но это выражение близко к истине. Алмаз высочайшая, главные черты алмаза, то, что высочайшая среди минералов твердость. И, главное, наиболее высокая теплопроводимость среди всех твердых тел. Если посмотреть на алмаз, самородок, они оплавлены. Это в камнях то, что оплавленный алмаз прицепил к себе. Здесь сильно видно хорошо, что он оплавлен. Он очищен бурой или кислотой, но оплавленность видна. Вот почищенный, но видно оплавленность. Потому что тот купол, который находится над этой территорией, состоит из этого материала. Ведь алмазы не живые, они не растут, как... их можно создавать научились искусственно, но в природе их не существует, потому что природы нет. Все под управлением. Кораллы
Это бывшие живые, скажем, и потом отвердевшие. А если подумать, алмаз от чего? Говорят, там давление внутри Земли, ну, они и на поверхности есть, и не залегают не очень глубоко. Просто сняли, потом выкапывают котлован, чтобы дальше искать. Но алмазы находятся в рассыпном виде. Там нет никаких пластов, а вот именно кусочками. И они оплавлены. Это то, что нам досталось. Какие-то периоды сверху. И что интересно, алмаз, в отличие от всех других веществ, прозрачен в широком волновом диапазоне, от ультрафиолетовой части спектра до инфракрасной. Почему наверху купол голубым днем выглядит, а ночью темным? Там вода. Идет циркуляция. Купол остужается. Алмаз очень хорошо подходит. Твердый и очень хорошо теплопроводимость. У алмаза очень хороший. На этой территории нет ничего, чтобы росло или появлялось. Если взять золото, оно также оплавлено и кусочками находит. Тоже железо взять. Это все, что нам досталось. Это не появляется само собой, не растет. Никаких жил золотых нет, не существует. Вот именно кусочками. Вот именно вот так. Маленькие, большие. Также и алмаз. Маленькие, большие. Крупинки. Собирают то, что находят. И так как над нами купол, то вот оно, движение. С одной скоростью. Ну, звезды и солнце, я говорю, это 4 минуты, разница не будет заметна. Но хорошо видно, что все движется одинаково, с одной скоростью. Именно поэтому то, что показывала вот комета, также движется с одной скоростью с Луной. Все то, что показал в роликах, может, скомканно получилось. Да, хотел уложиться покороче во времени. Вот. Но если все это свести, то есть все проверочные моменты, которые показал, то, что лучи Солнца не могут расходиться, температуры наверху большие, никаких полетов там не может быть. Расстояние до Солнца другое. И все это, звезды, Луна, Солнце, это проекции, никакие не планеты. Можно спорить долгое время о каких-то моментах несоответствия там в полетах в космос, скоростя, прочности. На это уйдет много времени. Поэтому надо главное понять, ничего этого нет. И не надо насчет этого спорить, доказывать что-то друг другу. Этого не существует. Оно существует как фантастика. Выбор за каждым. Каждый сам должен сделать выбор. То ли он в фантастике живет, то ли знать реалии. Знать правду. Как говаривал Бодров-младший, в чем сила, брат? А сила в правде. Да, на самом деле ракеты взлетают, здесь никто не спорит. Только цель полета ракет не в космос. Цели абсолютно другие. Проходят года, а человек также все остается в трансе, да ему еще больше и больше дают такой информации, что он оттуда выбраться практически не может, разбираясь со всем тем ложным, что ему подсовывают. Конечно, если не будет точного понимания, что такое пространство, материя. Если все это обсуждать с данных ложных пояснений, формул, расчетов, то до истины не добраться. Все так же тратить время на изучение Солнечной системы и какой-то галактики. Время уходит, а человек все в трансе. Если бы, конечно, все скинуть с себя, вот эту чешую лжи, и направить свои силы на изучение тех реалий, которые есть, то человек сможет проснуться и вернуть свои силы. Пока этого не произойдет, так человек и будет оставаться в трансе. Удачи всем желаю. Попробуйте.